Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. Меня зовут Катя, и сегодня я решила для вас сделать подборку скандинавских гномов. Шьются они элементарно, все выкройки будут в описании, так что каждый из вас обязательно справится. Пришиваю сначала донышко, а затем уже зашиваю и боковые швы. Все необходимые выкройки вы найдете в описании. Выкройка без учета припусков, так как я этих гномов шью из фетра. Оставляю верхушку не зашитой для выворачивания и набивания синтепоном. Теперь колпачок. Вырезала развертку конуса из велюра. У меня ткань очень тонкая и совсем не держит форму. Поэтому я склеиваю две детали между собой, изнанка к изнанке. Шов тоже можно заклеить, но аккуратнее, конечно, будет прошить нитками в тон. Колпачок можно украсить искусственным мехом или, например, тесьмой с помпонами. Я взяла пряжу для вязания. Она подходит мне по цвету, поэтому буду пришивать ее. Сделала 2 ряда, чтобы отворот смотрелся попышнее. Этой же нитью оборачиваю колпачок и пришиваю бубон. Пришью еще такие полупрозрачные бусинки с трещинками внутри. По-моему, они называются битое стекло. И крупный серебристый бисер. Нос вырезала из мягкого фетра телесного оттенка. Просто присобираю круг на нитку и неплотно набиваю его синтепоном. Заднюю часть оставляю плоской и не зашитой, чтобы она получше прилегала к туловищу. Пришиваю нос на такой уровень, чтобы он выглядывал из-под колпачка. Ну а теперь нужно пришить волосы или бороду. Можно взять искусственный мех или шерсть для валяния, или обычную пряжу для вязания. Косички украшаю бантиками и приклеиваю на место колпачок. Покажу еще второй вариант декора колпачка. Можно обтянуть пуговицы любой подходящей вам по расцветке тканью. Я взяла шотландку, мне очень нравится, как она смотрится в новогоднем декоре. Нашила разные пуговицы и бусины разных размеров в форме елочки. Этому гному сделала не косы, а бороду из искусственного меха.
Ну а теперь давайте сошьем более детализированных гномов. Они так же, как и предыдущие, делаются по одной выкройке. Зеленый колпак сшит из мягкого фетра, а красный из толстого жесткого. Выкройку также оставлю в описании. Сшивать буду декоративным швом по внешнему краю. Теми же серебристыми нитками делаю передний шов на ножках и шью башмачки. Соединяю башмачок с ножкой, а стык прикрываю оборочкой. Чтобы ножки не топорщились, а свисали вниз, утяжеляю их пластиковым гранулятом. Его используют для наполнения мягких игрушек. Декоративным швом пришиваю донышко и сразу фиксирую ножки. А уже боковые швы сшиваю с изнанки и выворачиваю через незашитую верхушку. И также набиваю синтепоном. Для лица и носа вырезала кружки из мягкого фетра. Маленький кружок присобираю и набиваю синтепоном, а большой пришиваю к туловищу. К прядям из пряжи добавила мелкие елочные бусы. Глазки и ротик я вышиваю цветными нитками. Можно приклеить бусины, пуговки или готовые игрушечные глазки. Колпачок будет украшать веточка падуба. Обшиваю листья по краю и вышиваю прожилки. Приклеиваю сахарные ягодки, сложные тычинки и маленький бантик. Пришиваю веточку к колпачку, а вместо помпона подвешиваю маленький колокольчик. Покажу еще один вариант оформления гномиков, совсем миниатюрных. Сшиваю колпачок и выворачиваю, оставляя нижний край незашитым.
Расшиваю бусинами, бисером, кружочками фетра, подходящими по цвету. Сшиваю туловище и через верхний незашитый край выворачиваю. Личико и нос вырезаю из того же мягкого фетра. Нос немного набиваю синтепоном, а бороду делаю из искусственного меха. Как и предыдущим гномам, глазки вышиваю, но также их можно нарисовать или пришить, например, маленькие бусинки. Колпачок пришиваю на таком уровне, чтобы лицо гномика проглядывало в прорезь. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что какой-нибудь из вариантов гномов вы обязательно повторите. Также хочу напомнить, что если делаете какие-то работы по моим мастер-классам, обязательно присылайте мне фото на почту или отмечайте меня в инстаграме. Я всегда безумно рада получать такие отзывы. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео.